Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале УГЭМ, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. В прошлый раз я рассказывал о такой новелле, как Go Nippon. Ее явно можно назвать плохим примером в разработке визуальных новелл. Сегодня я решил рассказать вам о новелле Stay, Democratic People's Republic of Korea, My First and Only Trip to North Korea. Какие подозрительно похожие названия, скажете вы, и не без оснований, ведь сегодняшняя новелла – пародия на предыдущую. Пародия, во многом превзошедшая оригинал. В этом ролике будет много сравнений, так что, если вы не читали оригинал или не смотрели мой обзор по нему, вы знаете, что делать. А всем остальным – приятного просмотра. Игра начинается с меню, логично же, где все буквы выполнены в стиле корейских иероглифов. У меня на них тактофобия, ибо они почти всегда означают максимально извращенный хентай или йоймю манхву, не мангу, манхва куда хуже, но дизайнерское решение я оценил. Так или иначе, после выбора доступности хентай-артов, настройки частоты появления подсказок и ввода имени, игра таки начинается. Наш ГГ сидит в самолете, который направляется, как нетрудно догадаться, в Северную Корею. А пригласили его друзья по переписке, Джонг и Инджи. Каким образом они познакомились в стране без интернета, загадка, но whatever. По прибытии ГГ, как и в оригинале, узнает, что Джонг и Инджи – это не мужики, аж звездочка-мужчины. Встречают они его в полном обмундировании, ведь они, как и протагонист, военные. Инджи, кстати, говорит на смеси хик, level English и сётов меликанись, но когда она переходит на корейский язык, эти небольшие дефекты уходят. ГГ пытается сделать фотку со своими новыми сопровождающими, но ему говорят: «Ты чё, ебан?» Заставляют удалить фотку и конфисковывают нахуй телефон. Ну и не сильно он нужен. После этого ГГ с сопровождающими отправляется к месту проживания, а именно к личным баракам Инджи и Джонг. Там как раз через некоторое время после прибытия заботливо выключают свет, чтобы сэкономить электричество на случай войны с южными оккупантами. Девочек это удивляет не сильно, и поэтому они решают отправиться в магазин за ингредиентами для кимчи. Магазин, как полагается, забит едой из очень питательного пластика. Наших сопровождающих это, опять же, не смутило, и они спокойно покупают приправы для ебучей капусты с красным перцем. По возвращении свет уже работает, и Инджи спокойно заканчивает ужин. Дальнейшая игра, как и в оригинале, состоит из 3 свиданий по северокорейским местам с южнокорейскими иллюстрациями и поездкой всем вместе, но в отличие от японского аналога, здесь нормально реализованы концовки, имеются по одной для каждой из девочек и 2 нейтральных. И все они реализованы как нормальные сцены, а не как 2 строчки и 1 иллюстрация в конце. Стоит также сказать, что в игре овер дохуй различных смешнявок, смехуёчков и так далее. Даже, спойлер, в сцене сука расстрела всех основных персонажей есть пара шутеечек. Таким образом, в игре постоянно держится такая ненапряжная атмосфера, контрастирующая с самой Северной Кореей. Музыка здесь довольно легкая, не слишком казуальная, но и не шедевр. Я так понял, что это какая-то древняя, чучхистская музыка в найткор-кавере. Я уже упоминал, что здесь есть хентай-арты, но сцен с собственно хентаем мало. Хотя после их полного отсутствия в японском аналоге и за это стоит сказать спасибо. Вот все их перечисление. ГГ случайно хватает Джонг за грудь в душе, ГГ застает переодевающуюся Инджи, сцены перед соитием с каждой из 2. Все. Хотя выполнены они достаточно качественно, и даже в H формате выглядит неплохо. Изначально я не хотел делать эту рубрику,
Но только после записи озвучки для дрочь контента я вспомнил, что забыл объяснить характеры персонажей в рубрике «Сюжет». Джонг соответствует Макото в Go-Go, но она еще более фигуристая и еще больше подшучивает над сестрой. Ин же, за неимением других персонажей соответствует Акире, но отличается от нее тем, что действительно имеет некие черты личности, кроме характера цундеря и умения готовить. Вывод. Пародия вышла лучше оригинала во всем. У нее присутствует сюжет, музыка взята не из подборки веселой музыки для видео 2008, хентай мало, но он хотя бы есть, да и персонажи более проработаны. Еще одна причина, почему я был разочарован в Go-Go, это потому, что я сначала прошел стей и никак не мог подумать, что неповторимый оригинал сделает с косплеем Лёла по отношению к жалкой пародии. А так, стей я рекомендую всем, и фанатам оригинала, и его хейтерам, и вообще незнакомым с ним людям.